Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Это моя первая игра квалификации на чемпионат по авточес. Да-да, кто вдруг не знает, в пятницу запустили квалификации, а мне даже нигде это уведомление не приходило, чтобы вы понимали. Я кучу раз играл вечером, когда происходила регистрация на эти квалификации. И по итогу нету, не было уведомления. Почему, не знаю, с чем это связано, тоже не знаю. Скорее всего, авточес меня хотел немножечко, так знаете, сбрить, чтобы я не участвовал и не было конкуренции. По-любому так и было. Вот. Давайте посмотрим, как у меня пройдет первая моя игра. Надеюсь, конечно, что я смогу все 4 игры записать спокойно. И смогу все 4 игры показать вам в течение всей недели. Это будет прям, топ. По чемпионату, точнее полуфиналу на авточес, я все-таки, наверное, буду запускать стрим. Либо же я буду играть полностью сосредоточенно, чтобы хотя бы пройти в финал. Не точно, конечно, но посмотрим, что из этого выйдет. Скажем так, 50 на 50. Будет идти, окей, делаем так. Не будет идти, ну что ж поделать. Придется отталкиваться от того, что мы будем иметь конкретно в тот момент. Вот. Не знаю, на чем я хочу сыграть сначала, но так как здесь есть варлоки, здесь есть шаман-орк, мне бы на самом деле хотелось бы сыграть через богов-орков. Чисто на крутилочке всех. Ух ты, бог ты мой. Ого. Ого. Ну, кстати, тут даже хан есть, и по идее я смогу поставить... Фулгорн, по идее. Не факт, конечно, но такая возможность есть. Тут есть Зевс, тут есть как бы Хан. И в действительности можно было бы поставить 4 Горна еще сверху. Правда, мне придется пожертвовать либо же одним богом, но для этого мне нужен артефакт божественный. Короче, не знаю, давайте я не буду загадывать наперед, просто играем и от этого отталкиваемся. Потому что я сейчас загадаю наперед и все. Как бы, и будет GG. Вот. Но я думаю, будет веселая каточка. Мне в целом нравится проходить как квалификации, так и чемпионат. Это забавно, прикольно и весело. И на самом деле необычно. Мне бы, знаете, через что стартануть? Через лустрик. Вот через лустрик была бы тема. У меня скоро взорвется 5-я точка. Объясните мне, пожалуйста, у кого тоже такая есть проблема, когда у вас такие, знаете, вот просадка FPS идет, и прямо она очевидная. То есть, с чем это может быть связано? Чтобы вы понимали, из-за вот этой вот дурацкой просадки FPS я иногда проигрывал раунды, потому что не успел то ли шмотки перекидать, то ли расстановку сделать, потому что микрофриз, микролаг какой-то, то есть, непонятная дичь произошла, из-за этого проблемы. Острые наручи мне упали, это обалденнейший предмет, который, я вот всеми руками за, особенно когда у меня есть акс. Жалко, что у акса агр, а не крутилка. Было бы прикольно. Сейчас на самом деле акс это чисто тушка для битья, которую наполнили какими-то неизвестными материалами. Ну как, известными материалами, но лучше об этом, наверное, не говорить на ролике, да? Ладно, это просто мясная подушка, которую бьют, которую... Ясно. Ясно. Так, по-любому собираем сейчас орков. У меня для этого есть все. Для того, чтобы играть на орках, у меня есть абсолютно все. Ну как абсолютно все? Ладно, не абсолютно все. Некоторых у меня все-таки персонажей не хватает. Да что ж это за микрофлит? Пока непонятно, что у кого кто. Кто что собирает. Какие у кого персонажи, но... Я надеюсь, ранние АМы в квалификациях не появятся. Потому что ранние АМ это залог успеха, залог хорошей жизни. Так сказать, отличная инвестиция в будущее. Знаете, я бы хотел даже, наверное, сейчас панду поставить, а мало ли получится. Если получится, то будет все хорошо. Но если я поставлю сейчас панду, и мне ничего с ней не упадет, я, скажем так, не скажем так, а я в действительности ослабил свой стол. Но, возможно, я и буду играть через Лустрик, поэтому сейчас мы посмотрим быстренько это. Абаддона продавать я не хочу. Мне кажется, он сильнее, чем те персонажи, которые у меня есть сейчас. Обидно, что Джаггера нигде нет. Прям обидно-обидно. Я бы хотел себе раннего Джаггера. Конечно. Зачем мне приходить? Вон у чувака Джаггер. Ну ладно.
самом деле, мне грех жаловаться, хотя нет, я буду жаловаться. Я буду жаловаться, потому что где мой Джаггер? Без Джаггера это не билд. Да, я Джаггер ну, в тройку до 15 раунда. Вы прикиньте, Джаггера на 15 раунде с посохом жертвы, а? Как вам такое? Я думаю, это слишком дико. Ну, тут, кстати, меня, по-моему, вынесли. Или нет? Или да? Или нет? Или да? Ну да, меня тут вынесли. Резака невозможно убить, потому что на нем баф гоблина, плюс он чистым уроном меня душит. Понял, принял. Ладно, ничего страшного. Хотя на самом деле есть страшно. Я думал, что хотя бы получится на винстрике как-то поиграть. Но на винстрике неплохо. Я сейчас Абадона продам, оставлю Леона. Леон в двойку мощный персонаж. Еще мощнее, когда он у вас в тройку. Я не знаю, последним временем я стал таким, знаете, фанатом Леона в тройку, так как Леон в тройку оверсильный персонаж. Насколько же жестко он дебафает, насколько быстро он... Ой, не дебафает. Насколько быстро он ману высасывает. Плюс не только ману высасывает, он еще и откатывает ману вашим фигурам. Там такой спам начинается дичайший. Я уже множество раз показывал, что Леон в тройку творит. Поэтому, ребят, если есть возможность, собирайте Леона в тройку. Во-первых, это занос в заднице у ваших противников, так как мана очень важный ресурс в этой игре. Не для всех, конечно, но очень важный ресурс. Уже много раз я говорил об этом, много раз показывал, насколько это важный ресурс. Но в целом, я думаю, вы суть поняли. Поэтому, ребят, если есть возможность, обязательно собирайте Леона в тройку. И еще, я вот через богов орков стал играть через жреца нежить. И скажу так, если вы будете играть через жреца нежить, то вы получите чистый урон, отхил, ну, с минимальным КД, естественно. И еще, если вы его в тройку, дай бог, соберете в тройку, да, ну, многие такие будут, по-любому. Как говорится, кто только придет в эту игру, новичкам везет. И поэтому, ребят, жреца нежить мы собираем 100%. По-любому собираем. Под богами-орками это то, что надо. То, что доктор прописал. Но, в самом деле, тут есть 50 на 50. Он как саппорт вам пойдет. Не надо его мейн-керить. Хотя, я видел некоторые керили его прям целенаправленно. И скажу, что получалось довольно-таки неплохо. Поэтому, смотрите сами. Керить его или не керить. Тут как бы уже ваш выбор. Я сейчас предметы вот так перекину. Пусть у меня будет орк. Ну, у меня есть подозрение, что мне панда вообще ничего сейчас не даст. От слова совсем. Я бы эту панду уже продал бы и лучше Леона поставил. Я тоже хочу себе резака в двойку. Блин, у него сильный стол. 3 двойки, причем таких, ну, приятных, кроме Клокверка. Клокверк такое 50 на 50. И приятен, или не, и нет. Кстати, Джаггер пришел. А сейчас, кстати, мобы можно поставить 4 орка. Благо у меня есть реально острые наручи. Если бы острых наручей не было, я думаю, у меня были бы лютые проблемы. Так как у меня есть акс в двойку плюс острые наручи, это прям, ну, то, что доктор прописал. Мне бы еще вот жрец нежить бы пришел сейчас в двойку. Было бы еще намного приятнее. На самом деле, я думаю, сейчас кто смотрит ролик, такой говорит: слышь, а ты немного хочешь ли за 5 минут игры, а? Много. Не спорю, хочу много. Как говорится, надо закинуть удочку как можно дальше, а вот то, что ты вытянешь, тут уже как бы... Ну... Я думаю, так все понимают. Вытащишь то, что заслужил. Главное закинуть удочку подальше. Там как пойдет. В целом мне на богах-орках нравится играть. У орков персонажи очень хорошие. Они полезны с самого старта, эти персонажи. Вот их огромный плюс. Из-за того, что они полезны с самого старта, это прям очень приятно.
На них комфортно играть. Все сильные, слабых почти нету даже. Я бы хотел на самом деле скипнуть предметы, но я, наверное, талисман счетчика все-таки возьму. Я его возьму по нескольким причинам. Во-первых, это 50% чистого урона возвращаю. То есть любой урон, нанесенный по вам, я возвращаю 50%. Это первое. Второе. Это 5 брони. Как-никак, но подсейвить физический урон довольно-таки приятно. Причем у меня есть акс, которого скилл на агр. Соответственно, я могу спокойно себя подсейвить. Вот смотрите. Я много урона засейвил. Хотя там ЦК в двойку, поэтому такое. Ой, Лина. Видели, что Лина только что сделала? На нее Огр накинул свои способности, она 2 лагуны закинула в нужных персонажей и вынесла их без единого шанса. А мой жрец не смог добить. Просто не смог добить Лину в двойку. Понял, принял, осознал. Усиления нет, это плохо. Хотя на самом деле мне грех жаловаться сейчас на какое-то либо усиление, либо на что-то еще. У меня 29 монет, 75 хп. По идее, если бы у меня ситуация была катастрофическая, то знаете, что у меня было бы? У меня было бы где-то 30-40 хп сейчас. Вот какая ситуация в действительности, ну его в баню. Так, здесь будут воины, но по идее воинов я должен в легчайшую контрить. По идее, да, в действительности я должен в легчайшую его контрить. Единственное, что я не хочу, чтобы он ко мне так приходил, потому что по минус 20 получать мне неприятно. Я думаю, никому не было бы приятно, если бы по минус 20 получали бы. Двойки, конечно, у него сильные. Тут спору даже нет. Пока неплохо все. Пока что все неплохо. Пока что. Баночки есть, все есть. Я бы хотел парочку винстриков сбить, но у меня довольно-таки слабый стол, чтобы их сбивать. Вот если бы у меня был Джаггер сейчас двойку, Жрец в двойку, я бы выставил фулл орков, и, скорее всего, я бы смог забирать. Кстати, заметили, этот челик ко мне уже приходил, я у него половину фигур вынес, а в этот раз я ему никого почти не вынес. Понял. Арслэш забрал винстрик Артур В. Угу. Это плохо. Это для меня плохо. Может, 2 жреца поставить? Будет намного лучше и эффективнее. Непонятно пока. Там челик играет на гритерах, мне аж интересно, как он их будет реализовывать, потому что он там собрал Эгиду пока что я вижу, Луна есть, Мирана. Так, вот то, что там маги собираются, это меня не радует. Это меня не радует по той лишь причине, что у меня Джаггера еще нет даже двойки. Если бы у меня Джаггер был в двойку, то да, я бы обрадовался этому магу. А так, нет. Меня это не радует. Сейчас нужно... Ух ты. Не, ну такое усиление мне нравится. Такое усиление мне нравится. Сейчас мобы. Буду выставлять 4 орка. Я бы мог еще и богов поставить, по сути. Я, наверное, так и сделаю. Я поставлю богов. Да, пусть будет у меня 2 бога. Как-никак это откатские способностей. Но пока Джаггер у меня не будет усиленный, у меня будут проблемы. И сейчас мне нужно максимально быстро в уровень выходить. Знаете, что самое забавное? Я постоянно говорю, что мне нужно максимально быстро в уровень выходить, и все равно я немного растягиваю это. Но, во-первых, у меня есть лустрик. И с лустриком я намного быстрее буду подниматься по уровню. И, соответственно, у меня какая-никакая, но база фигур есть, с которыми я могу хоть как-то, но уничтожать персонажей вражеских. Единственное, что в действительности мне надо какое-то усиление в виде Джаггера в двойку. Жрец в двойку. То есть, вот был бы Джаггер, был бы жрец в двойку, было бы вообще песня. Так, я хочу уже нанять себе Джаггера в двойку.
Мне нужно, не то, что я хочу, а мне нужно наныть Джаггера в двойку. Понимаете? Нужно наныть Джаггера в двойку. Эх. Сказать, что это лучший предмет, это все равно, что ничего не сказать. Ну, пусть пока будет 4 орка. Я думаю, так... Я думаю, что 4 орка мне, ну, как-то будет больше наносить урона из-за того, что они будут дольше жить. И, соответственно, я больше фигур смогу забирать с собой перед смертью. Мне нужно максимально грамотно... А, понятно. ТМ на... Если бы не этот ТМ, я бы намного больше выжил из ситуации, но... АМ хорошенько душит. О! О! А это мне нравится. Я сейчас могу и богов поставить. Такое мне нравится. Делаем по-красивому. Так, у меня 5 орков. Либо же я поставлю сейчас так. Четыре орка. Ну, вот я богов поставить не могу. Хотя я могу поставить богов. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Надо чуть-чуть вынести. Еще чуть-чуть. Парочку. Что-то душит меня. Что-то душит. Ситуация нехорошая. Я бы сказал, максимально нехорошая ситуация. 18 хп. 10 лустрик. Я сказать, винстрик. Я, наверное, колечко уберу. Отдам, наверное, этому колечко. Я это как-то так сделаю. О. Смотрите, у меня сейчас 4 орка, 2 бога. У меня будет где-то 5 секунд КД на моем орке, шамане. Сильные стелы у моих противников, сильные. Мне надо будет это кольцо скипнуть. Не нравится оно мне. Слабое какое-то кольцо. Живи, живи. Да. Минус 8 хп. У меня осталось 10 хп. Надо еще уровень брать. Я, наверное, на 8 уровне... О! Наконец-то усиление. Я, кстати, Леона пока не буду брать. Наконец-то усиление. Хоть какое-то, но усиление в действительности. У меня, кстати, сейчас 4 жреца стоит. Я, наверное, так и оставлю все. $36 хп за 10 банок. На самом деле это хорошо. Джаггера в двойку нету. Это плохо. 36 хп за 10 банок восстановить, это прям, ну, замечательно. Так, убийца. Но жрец нежить мне многое даст. Объективно, жрец нежить мне многое даст. Поэтому я тут даже как-то не волнуюсь на этот счет. У меня все плотные персонажи, плюс жрец нежить нахиливает, захиливает хорошо. Не знаю, я буду брать уровень. Мне нужен как минимум 9 уровень, чтобы полностью показать свою реализацию. И я поставлю, наверное, сейчас несколько двоек вместо жрецов. А еще самое жесткое, это то, что у меня нету бога еще. Не хватает одного бога. Просто одного бога не хватает. Обидненько, обидненько. Двадцатый раунд, 46 хп. Быть объективным шансы у меня есть. Я бы даже сказал, большие шансы есть на победу. Они ни в коем случае не маленькие. Тут главное сейчас мобов пережить. То я как-то не уверен в мобах. Что мне нужно вот из предмета 3-го тира? Посох жертвы обязательно. Посох жертвы даст мне тонну урона. Но и мне нужны и бусы, и божественный отпечаток. То есть мне все предметы, по сути, здесь нужны нормальные. Но
Я, наверное, все-таки сделаю упор на посох. Ничего себе! А так можно было? Так в действительности можно было бы? То есть я просто попросил, и мне пришел посох? Реально? Реально? Я одобряю такое. Я такое одобряю. О, все. Вот теперь у меня очень мощный джаггер сейчас будет. Нереально мощный джаггер будет. По крайней мере, я в это верю. В самом деле, мне вот, если так подумать, то жрица света, бог-жрец, он мне не нужен. Он мне не нужен по таким причинам, потому что я его буду в любом случае продавать и менять. Но хотя, пока что мне пусть будет. Он мне особо не мешает, плюс он дает мне синергию богов, плюс он дает мне синергию жрецов. Там 9 магов. Если я успею... О, успел. Благо Леон не успел присосаться к моему джаггеру, и я успел закрутиться. Это плохо. Ой-ой-ой. Отхила нет. Ничего нет. Еще и Леон напоследок разору ману откатил. Обидно. Ладно, он хотя бы мне не овер много нанес. Я на 9 уровне буду ролиться. Буду на 9 уровне ролиться, потому что так надо. И надо как-то сейчас расстановку немного поменять. Девять магов для меня сейчас опасная тема. Я и сролить шмотки не могу никакие, по сути. Ой-ой-ой, там убийца-ведьмак. Вот убийца-ведьмак это тоже проблема для меня. Хотя, будет у меня хорошие шмотки, убийца-ведьмак никаких проблем мне не составит. Единственное, что он сейчас мне проблемы составит. Я уже молчу о том, что чел Хускара себе в двойку нашел. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как находить себе Хускара в двойку на 8 уровне. Причем еще с неплохими предметами, я на минуточку хочу сказать. С неплохими предметами. Хайперстон, клятва гнома, то есть все как надо у него. 10 тысяч урона нанес молодой. Я жду в комментариях пояснения, как так делать. Я тоже так хочу, понимаете? Находить на 8 уровне легендарную фигуру в двойку. Я тоже этого хочу. Поэтому, ребят, от вас информация, как это сделать. Я думал, что Шифу вылетит. Мастер Шифу. Это из этого, по-моему, как он там? Кунг-фу панда или что-то типа того. По-моему, да, Кунг-фу панда называется этот мультик или фильм. Мультик. Мультик Кунг-фу панда. Ого. Вот это я чела только что раскрутил неплохо. Я ж сам не ожидал такого эффекта. Так, ну все, мне 9 уровень. Я буду, наверное, ролиться. Наверное, я буду ролиться. Или поставить 6 орков уже, чтобы как бы переживать убийцу ведьмака-убийцу. Короче, Шифу. Я ожидал, что он вылетит. Этот персонаж из Кунг-фу Панды. А что-то пока что... Мне кажется, что он будет выносить очень много. Но это мы сейчас проверим. Я думаю, он ко мне придет. Но у меня нет предметов на анхил, поэтому, скорее всего, он в действительности будет выносить, причем жестко. Тут, кстати, эльф через темпларочку пришел. Зевс. Но у него хотя бы, понимаете, у него хотя бы на 8 уровне темплар как единицу. А там чел имеет 50 монет и на 8 уровне нашел себе Хускара. Вот в чем, как бы, загвоздка. Как он это сделал? Я тоже так хочу, понимаете? Так, отлично. Зевс один вылетел со своей темпларочкой. Шифу умеет 3 хп. Я надеюсь, мы его вынесем довольно-таки быстро. Джаггер есть. Зевс! Отлично. Я наныл себе хорошего персонажа. Отлично. Отлично.
И вот так вот. 4 бога пока поставлю. В идеале бы мне сейчас найти взять 10 уровень. Так сказать, найти 10 уровень. В поисках 10 уровня, ребята. Когда иногда хочешь быстро что-то сказать, какую-то информацию, у тебя в голове вот такая вот каша происходит, ты даешь какую-то хрень, а не информацию. Я в шоке, как Сардиус имеет 66 хп, 9 монет. Но это, я думаю, ненадолго. Я думаю, что сейчас он начнет уже жестко откисать. Так, мне здесь бы бусы. Бусы. Хочу бусы. Бусы. И Джаггер приходит. Отлично. Бусы хочу. Я, наверное, брать уровень буду еще. Пока ситуация более-менее контролируемая, мне нужно брать бусы. Единственное, что я, наверное, уже через фулл богов буду играть. Есть! Отлично! У меня пока все замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу. Во-первых, мне упал взгляд Азеса. Это первое. Второе. У меня есть кольцо магии, которое дает мне урон. Третье. У меня есть посох жертвы. В идеале мне бы сейчас найти... рискнуть. Рискнул. Да. Отлично. Во. Вот сейчас пойдет контент, мои дорогие. Готовьтесь. Смотрите, что сейчас будет. Смотрите, что сейчас будет. Сейчас будет без смс-регистрации нападение и наказание. Сейчас такое нападение будет. Ух. Так, это ведьмак-убийца. А ничего ты там... Не понял. А где моя эссенция? Я сейчас не понял. Я жестко, скажем так, обкикался немножечко. Ну приди, Джаггер. Пора. Давай, 2 яйца и Джаггер. Либо же несколько Джаггеров. Ну. Ну. Ого. Ого. Вы гляньте, какой молодой ко мне пришел. Это, конечно, все прекрасно, но... Блин, там АМ присосался ко мне. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Если бы у меня сейчас не было взгляда Азеса, я думаю, я бы его не смог вынести. А подожди, а что он не кастовал свою способность там? Так, ребята, я жду пояснения в комментариях, почему сейчас этот АМ не кастовал свою способность. Что произошло такого, что он не кастовал свою способность? Мне нужен один Джаггер. Мне нужен один Джаггер и мне нужен один Зевс. Кстати, Зевс в сборке боги-орки это жесткая фигура. Вы знаете, сейчас кто-то вот смотрите ролики и думаете такие, так у тебя 24 хп, молодой, ты сейчас откиснешь, тебе придет топ-1, он тебе нанесет минус 20 и все. Но самая жесткая моя ошибка была, это то, что когда ко мне пропался ведьмак-убийца, то я не выставил жрецов. Я хотел сэкономить немного по хп, а потом понял, что я сделал ошибку и убрал жрецов наоборот. Так, ну Сардиуса я тут даже должен в легкую выносить, поэтому даже ощущать какие-либо проблемы я не буду. Ну да, то, что я и думал. Вот если бы у меня не было фуловых богов, точнее фуловых орков, то мне бы не хватило хп, а он бы не меня вынес. Минус 32. Бог рандома ко мне снизошел. Обалдеть. Бог рандома ко мне снизошел, ребята. Из-за того, что он ко мне снизошел, я получил себе на 29-м раунде Джаггера в тройку. Отлично. Я дичайше рад такому повороту событий. Мне бы еще Зевса сейчас двойку найти.
Тут опасен Хускар, но я думаю, Хускара я как-нибудь, ну, задушу. У меня все-таки есть Летозеса, который будет резать ему хп реген. То есть, я думаю, все будет в порядке. Посмотрим, конечно, но я думаю, что будет все в порядке. Так, ну, Гриттера я не опасаюсь, потому что хрона нету, и, типа, вообще без каких-либо проблем сейчас Гриттера раскручиваешь. Ну, вот, все, пока. Сколько тебе? Ну, пока не пока, пока минус 25. Мне надо вот этого Шифу вынести. Самое проблематичное сейчас это Шифу. И мне бы два усиления. Мне бы Шамана в двоечку. И Зевса в двоечку. Вот этих двух персонажей мне надо найти. Можно было бы еще фуловый Горн поставить. Но я думаю, а против кого мне фуловый Горн ставить-то? Против Хускара? Как по мне, такое. Ой, Боу-молоток юзать. На самом деле, ребята, объясните мне, зачем юзать этот Боу-молоток? В чем прикол? Типа, ты юзаешь Боу-молоток для чего? Показывать свою ЧСВ или как? Ну, мне это непонятно. Я в любом случае зайду на следующем раунде посмотрю. Если нет, то я просто посмотрю тебя через таб. Или это по приколу такие вещи дают? Мне правда непонятно. Я бы хотел взять Некромикон, но он мне не нужен. А это мне надо. Я бы хотел взять Некромикон, но Некромикон мне не нужен. Я бы мог его закинуть в этого орка-жреца и суммонить через него, но не нужен. Вот не нужен и все. Вот кто-либо что говорите, но не нужен. А вот кольцо 4 тира, которое дает агро плюс 120 блока, это нужная вещь. Плюс 20 хп регена еще. Это в действительности та вещь, которую стоит брать. Тут, я думаю, у меня не будет сейчас проблем с этим молодым волшебником. Главное, чтобы у меня мой Джаггер крутанулся. Это самое главное. Мана плюс 40 у меня нету, я бы вообще это кольцо хотел скипнуть и ману плюс 40 закинуть. У Сардиуса вообще непонятно какой-то билд, но тем не менее он заходит в топ-5, по-моему, да? Не, в топ-6 он заходит, ладно. Если сейчас быстрее кого-то не выкинут, то он либо зайдет в топ-5, либо в топ-6. Хотя он вообще играет на непонятном билде. Так, кстати, это воин ко мне пришел. Ту-ту-ту. Ну, Джаггер вообще без единого шанса раскручивает. О, так я ему еще и Хускара раскрутил. Как же я обожаю играть на Джаггере, когда против тебя Хусик или что-то еще. Потому что Джаггер имеет иммунитет. Джаггер имеет иммунитет против магических стрел Хускара. Единственное, против кого он не имеет иммунитет, это против физического урона. Но я думаю, он будет керрить Хускара до конца. Ой, надо посмотреть, что с этим ведьмаком. У него опасный М. Если он соберет себе темпларку в двойку, то будут у меня проблемы дичайшие. Я, скорее всего, темпларку не затащу. Он опять меня кикнул. Зачем ты меня кикаешь, молодой? Ну, в чем прикол? Ну, типа, зачем? Зачем ты это делаешь? Ты меня оскорбляешь. О, крутись. Крутись, молодой. Крутись, как никогда в жизни не крутился. Ну, нет, нет, крутись. Крутись. Я его еще и выкинул. Пока. Или... Да. Все, пока. Самую главную свою проблему я выкинул. Остальных двоих, я думаю, я еще как-то затащу. Я, кстати, сейчас яйцо, наверное, буду юзать этого. В Зевса. Радик или Хекс? Честно, я, наверное, хочу взять Хекс. Да, я возьму Хекс. Хотя, на самом деле, Радик против воинов был бы намного лучше. Но, знаете, в чем прикол? Я хочу попробовать закерить Зевса. Раз мне так хорошо идет, то можно попробовать закерить Зевса.
А еще я сейчас буду выходить в бабки, чтобы... Блин, я кольцо отдал не тому, кому надо. Я кольцо отдал. Крутись! Я кольцо только что отдал этому Чену, оружец, который сумонит. А, все, минус маг. Отлично. Все, я остался сейчас с челом 1 на 1. Сейчас мы с ним повеселимся. Я более чем уверен, что я его буду раскручивать пока что. Более чем в этом уверен. А мне вот интересно, Зевс сможет ваншотнуть? Сможет ли он реально ваншотнуть Хускара? Потому что, когда я играл на Хускаре через воинов, меня Зевс мог ваншотать. То есть, по идее, с такими предметами, как сейчас у меня есть... Вот это я сейчас только что фразу сказал, да? Максимально перепутал все слова как надо. С такими предметами, которые есть у меня сейчас на данный момент, то у меня Зевс должен носить овер тонну урона. И по идее, так как там Хускар не такой уж и мощный, то он должен его ваншотнуть. У него есть там бессмертие, конечно, но посмотрим. Зевс уже нанес 6000 урона, о. Да. Хускар сгорел. Обидненько. Я думаю... Он меня вынес. Обидно. Обидно. Ну ладно, не всегда ж выигрывать, правильно? У меня еще хпшка есть, он пока будет мне сносить по минус 5. Поэтому пока все нормально. Пока что все нормально. Ха. Знаете, что сейчас сделаю? Я сейчас перекину шмотки в Зевса и посмотрю, насколько это будет эффективно. Вот мне интересно, я сейчас закину ему посох, закину ему кристалл и хекс. Как раз, когда я убью дракона, то... То что? То я посох себе зарядить смогу. Да, видите, у него есть посох жертвы, но у него нет никакого магического дефа. Соответственно, что? Соответственно, правильно. Я сейчас могу закерить Зевса и попробовать его ваншотать. Так, сейчас я закину так, и так вот, и вот так вот сделаю. А Джаггер у меня будет как танк. Зевс будет у меня, естественно, наносить максимальный урон. А ну-ну-ну. Бэм! 10 000 урона. Как с куста. Я беру догон. Беру догон, по-любому беру догон. Я, кстати... А какой предмет мне вообще скипнуть? А я могу сейчас взять уровень, поставить немного горна. Там Хускар хотя бы, ну, пару тычек будет наносить все-таки в этот горн. Я, наверное, сейчас вообще шмотки переделаю. Только, а в какие шмотки мне переделать? Что мне надо? Мне, в принципе, рефрешер бы понадобился. Либо же... Аганим. Аганим мне нужен. Точно, мне нужен аганим. Отлично. Как же мне хорошо сейчас по предметам повезло. Мне дичайше повезло сейчас по предметам. Так, ну сейчас посмотрим, насколько мне этот город поможет. Бэм. 23 000 урона, я ваншотнул Хускара. А ну-ну-ну-ну-ну-ну. Бэм. Помните, я говорил, что Хускар не выдержит Зевса? Вот как бы он мне показывает, почему. Ваншот. Чисто ваншот. Несмотря на то, что это Хускар, его взял и ваншотнул. Но у него никакого магического дефа нету, поэтому тут как бы... Гадалки не ходи. Ему GG. Давай, шаманчика в двоечку. А заметили, мне Варлок вообще ни разу не пришел. Бэм. Бэм. Оу. Ну да, ну да. Да, это жестко. Керри Зевс, оказывается, может. Еще как может.
Я думаю, такой Зевс даже и морских пробьет без единого шанса. Это... Это кайф. Но посмотрите, какие тут билды. Тут в целом билды все очень мощные. Типа, тут все достойно играли. Ну, как-то так. Я не ожидал такого эффекта от Зевса, но то, что Зевс ваншотал Хускара, это прям для меня удивление. Но знаете, почему я сделал именно Зевса? Я думал, мне Джаггера хватит, но, возможно, мне бы немного другие предметы, и я бы даже не пытался менять своего Джаггера, и играл бы через Джаггера. Но я вспомнил тот момент, когда меня чел брал и ваншотал Зевсом. Моего Хускара, у которого со старта было 80% сопротивления, я накидал ему шмоток на сопротивление, то есть ему закинул шар бездны, у него был божественный отпечаток, то есть все как надо. Но в любом случае, вражеский Зевс шотал моего Хускара каким-то образом. Мне это было непонятно, и вот сейчас я понимаю то, что это нереальная мощь, особенно под этим посохом, жертву которой 40 тысяч урона. В принципе, добавить мне больше нечего. Что думаете вы? Напишите, соответственно, в комментариях, ребят. А так, всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Цель на ютубе 5000 подписчиков, а в телеграме 1000. Всем удачи!